Все, пишем. Хорошо. Дима, чуть-чуть. А от у Да. мене туди, Ну, ладно. Тож, напередодні новорічних свят всі чоловіки думають, що ж подарувати дружинам. І найчастіше, на мою думку, вони точно можуть не помилитися, якщо подарують і оберуть фени. Але, знову ж таки, ми не можемо не зробити сюрприз дружинам, не можемо в них не запитати, або запитати, який саме тобі фен потрібно. Чоловіки мають бути у всеозброєнні. Тож, які критерії є при виборі фену? На що потрібно звертати увагу? Ну, при выборе фена нужно обращать внимание, допустим, если, во-первых, нужно знать какая длина волос. Потому что если волосы длинные, взять, допустим, дорожный фен, который идет слабомощный, и, ну, соответственно, женщина будет очень долго им сушиться. Опять же, дорожный подойдет, если женщина очень часто, допустим, путешествует или в командировку куда-то, тогда он ей подойдет. Если, допустим, у женщины нет времени на долгую сушку, Так. тогда уже лучше рассматривать фены с профессиональными моторами. Отличить их можно по концентратору. Концентратор — это идет такая вот насадка, которая, соответственно, название концентрирует поток воздуха на определенном участке. У профессиональных фенов она идет узкая, в районе 5-8 мм. За счет профессионального мотора усиливается поток воздуха, и, соответственно, процесс сушки происходит намного быстрее. Опять же, если волосы длинные, за счет профессионального мотора фен может дольше работать, не перегреваясь. Присутствуют датчики, которые отключают фен при перегреве. Если, соответственно, волосы у женщины, девушки длинные, фен с обычным мотором, там, несмотря на то, что он мощный, то есть 2 киловатта, Так. он при длительном использовании может просто отключиться за счет того, что он очень долго работает, если волосы длинные. Но опять же, если у девушки время есть на то, чтобы сушиться, и ей профессиональный мотор в принципе не нужен, то можно рассматривать фены с обычными моторами, с обычным потоком воздуха. Тобто, ось це ви хочете сказати, що це звичайний, да? Да, это Але тут обычный, он намного шире. То есть если брать вот в сравнении, то он намного шире. Так, За вот, счет да. этого вот как раз есть разница. То есть если профессиональный узкий, если обычный мотор, это уже такие. Опять же, если нужно обращать внимание на то, насколько волосы у девушки ломкие, не ломкие. Потому что есть фены, которые идет одна температура. В принципе, выбираете только высокая температура, средняя. Есть фены, у которых идут дополнительно с технологией защиты от пересушивания. я помітив, що тут написано фени з технологіями догляду за волоссям. Есть оптимальная температура, вот, то есть 55 градусов. Есть фены, у которых идет бережная сушка. То есть когда включается фен, ну, на режим бережная сушка, там подбирается оптимальная температура и поток воздуха, чтобы не пересушивать волосы, сохранять естественную влагу в волосах, там до 25% больше, чем... Тобто, я вибачаюсь, це фен сам розбирається, яку Нет, потрібно... это производители подбирают методом проб и ошибок, подбирают ту температуру и тот поток воздуха, который при использовании не будет вредить волосам, не будет их пересушивать. Так. Опять же, разница может быть, если девушки, тут еще удобство обращать внимание, каким феном желательно знать, каким феном девушка пользовалась до этого, какое было управление, потому что разные производители по-разному делают управление. Одни могут сделать управление, вот у вас спереди переключатель, одни производители могут сделать управление сзади. Но есть еще разница, есть фены, у которых идет один переключатель на все режимы, Так. а есть у которых идет отдельно на обороты, отдельно на температуру. То есть это тоже нужно обращать внимание. Если у девушки был фен и она привыкла использовать спереди переключатель, соответственно, нужно обращать на это тоже внимание, чтобы ей потом не пришлось переучиваться пользоваться феном. Если, опять же, если девушка пользовалась только одной насадкой, тогда обращать внимание только на вот эти концентраторы. Есть дополнительные насадки вот такого вот плана, это называется диффузор. Используется для придания небольшого объема во время сушки. То есть если девушке это нужно использовать, то есть можно тогда Тобто, в принципі, в комплекті може йти такий, да, концентратор і зачастую, дифузор. если фен выставлен на витрине,
Если диффузор есть, его выставляют сразу, Ага. чтобы человек видел, что у Зрозуміло. него в комплекте. Потому что концентратор, независимо от бренда, независимо от стоимости, Завжди є. всегда есть в любом фене. Мгм. Соответственно, человек видит, концентратор есть, диффузора нет. Есть диффузор, значит концентратор тоже есть, и есть насадка для придания небольшого объема. Зрозуміло. Ви про дбайливу температуру і сушіння вже розповіли. Які ще тренди є? Там я от бачу написано іонізація, да? Що Да, це? ионизация. Повітря? Дима. Да. И Там- есть да. дополнительно. Давай ще раз Хорошо, вопрос. питання, да. Я оце побачив. Ви вже розповіли про те, що є дбайлива температура та сушіння, а я оце дивлюся, що є ще написано іонізація. Що це за тренди такі? Іонізація повітря? Это в фенах стоит. З фрази в фенах стоїть. Сейчас забыл, как это слово. Пожалуйста, все-таки по возможности на одном месте. Я понял. Какой может быть? Э, Потому что Іонізатор? Ну, типа ионизатор. не Ну. ионизатор. Подожди, а тут Всё, написано, понял, ні? генератор. А, вот тут, ні? Да. Ну, это написано, да. Ага. Пишет? Да, в фенах. В фенах стоит генератор, который создает негативно заряженные частицы, которые при использовании фена снимают статику с волос. То есть, чтобы у вас во время сушки не было, грубо говоря, эффекта одуванчика. Что вы руку подносите, а у вас я волосы зрозумів. тянутся к руке. Это есть практически в любом фене, там где написано ионик. То есть человек уже может подобрать сам, видит, нужна ему ионизация, не нужна. Тут уже тоже есть градация от стоимости. То есть есть фены, которые идут без ионизации, они могут стоить дешевле. С ионизацией стоят дороже. Опять же, есть разница еще. Фены, допустим, включается сразу ионизация с включением фена. Есть фены, в которых идут дополнительно отдельно кнопочки для включения ионизации. Соответственно, там появляется подсветочка. И чтобы человек видел, что есть ионизация. Есть еще разница в решетках, которые используются в фенах. Где написано керамика, вот керамика, Да. то есть здесь используется керамическая решетка. Це ця решітка Нет, мачила? вот здесь внутри. Ага. Вот это керамика, есть керамические, есть металлические. Вот, при использовании керамики фен идет более бережный к волосам. Соответственно, если использовать металлический, там температура будет чуть выше, он будет, опять же, тоже немного пережигать волосы. Но сам человек это вряд ли почувствует, но производители заявляют, что это вот как раз есть разница между керамическими и металлическими решетками. Стосовно ціни, от як людина може теж прийти, побачити, наприклад, там на якомусь фені побачили і іонізацію, і там, не знаю, дбайливе ставлення, а ціна там якась чомусь там 500 гривень, а є по 1000. Якось треба звертати увагу на ціну, Тут, на опять бренди? же, если обращать внимание на характеристики и стоимость, лучше выбирать где-то золотую середину, хотя бы выбирать из тех брендов, которые вы знаете. То есть не брать тот бренд, вы пришли, да, вроде дешевый фен, все характеристики те же, но вы бренд не знаете, что это за бренд, насколько он давно на рынке, и лучше тогда уже у консультанта уточнить, что за бренд, насколько долго он на рынке, как часто его покупают, есть на него жалобы или нет. Потому что подарить на Новый год тоже фен и там после Нового года принести его обратно как-то тоже не сильно хочется. А по стоимости, если нормальный бренд, тут вы уже обращаете внимание только на ионизацию, нагревать вот эти решетки, которые стоят. Идет это профессиональный, обычный мотор и дополнительные насадки. Ну, взагалі існує такий міф, що краще за все купити професіональний. Взагалі існує такий міф, що краще за все купити професійний фен, да, і він буде тобі слугувати довго і щасливо. Ну, Правда? Да, но тут тоже есть свои нюансы, потому что все используют по-разному. То есть кто-то может использовать этот фен раз в месяц, а кто-то может использовать этот фен Щодня. каждый день, причем по несколько раз на дню. Тогда, соответственно, если у вас сушка происходит это раз в 2 дня, можно взять фен с обычным мотором, служить он будет вам верой и правдой тоже долго. Если у вас девушка сушит волосы постоянно, каждый день по несколько раз, потому что там укладки или еще что-то, или она где-то занимается профессионально, тогда лучше рассматривать фены с профессиональными моторами, и ресурс работы этого фена будет намного выше, чем фен с обычным мотором. То есть тут нужно учитывать еще частоту експлуатації данного. До речі, прибора. які нюанси, фішки стосовно догляду під час експлуатації? Тут, в принципе, ничего сложного, не бросать в воду. Як це прийнято?
Вот. И желательно, чтобы не попадали волосы на заднюю стену, потому что оно будет затягивать. Якось чистити спеціально потрібно чи Нет, ні? ничего такого в уходе нет сложного, просто чтобы сюда волосы не попадали и все. Вот это, в принципе, весь уход. Опять же, можно использовать их как с концентраторами, так и без Просто концентраторов. Да, просто так будет сильнее рассеиваться именно поток воздуха. То есть, соответственно, у вас процесс сушки, опять же, будет происходить чуть дольше. А с помощью концентратора вы можете, допустим, девушка хочет сильнее высушить корни, взяла концентратор и направляет именно на то место, которое она хочет сильнее высушить. Зрозуміло. У мене все, в принципі. Да? Ну, вроде, да. Постоянно для каких-то... Давайте запишем. Допустим, Главное теперь медленно и плавно. Ну, да, все таки делает. Тобто оце, бачиш, оце і оце, да? тоньше, намного тоньше. Первое. Второе — это переключатель. Это поставим на место. Не, почему? Он нужен. А, да? Здесь же тоже есть вот переключатель. Просто я не помню, что какой там показывал. То есть отдельно обороты, Ага. отдельно температура. Угу. А здесь все одним переключателем. Минимальные обороты температур. Второй режим — это максимальные обороты средняя температура. И третий режим — это максимальные обороты, максимальная температура. Угу. То есть кому-то так удобнее. Разверните больше на меня вот так. Да, Да. да, да. Кому-то удобнее одним переключателем переключить все сразу, то есть не заморачиваться по поводу Ну да, да, да. режима температуры и оборота. А про потужність ми нічого не говорили. Потужнее, ну я же мотор и за мощность там вначале я говорил Потому что тут вообще 2600, это нифига себе, это это что это? тоже не все. костры распаливать. Он не будет сильно так дуть, как думаете. При Ага. 2600, вот два фена, если взять, допустим, фен идет с мощностью там 2 киловатт, вот 2,1 киловатт, и фен идет вот 2,2 киловатт. И взять, снять решетку. То здесь идет Раз, два, три, четыре, пять, шесть. в 2 раза 8, больше лопасти. За счет этого мне поток воздуха выдается намного сильнее. Результат сушки будет совсем разный. І про дифузори ви щось теж пальцем там показували, Ну, чи не дифузори- побачиш ти? ж? Я показывал диффузоры, ну, рассказывал отдельно какие-то там или какие-то дополнительные приспособления, типа фенщетки или еще чего-то. То есть используют тогда уже такой диффузор. Ну, как показывает практика, мало людей пользуются диффузорами, а тот, кто пользуется, ему в принципе не нужно рассказывать, что им делать, потому Зрозуміло. что он уже пришел, он знает, он им пользовался, он знает, на что он способен, и он, соответственно, уже... А? Ну, он же сказал, кудряшки, да. И в дальнейшем он им пользоваться тоже не будет. Даже если он возьмет фен с диффузором, но профессиональные фены, они в основном все идут концентраторы и диффузоры, независимо от того, будет человек этим пользоваться или нет, но они там идут. И, соответственно, уже человек сам решает для себя, будет он им пользоваться или будет он лежать в коробке, пылиться. Угу. А от про те, що ви розповідали про Мощность и плюс в том, что он идет без лопасти. То есть, соответственно, у человека при использовании не будет никуда затягивать волосы. Угу. То есть у него идет просто полая трубка. Даже если волосы куда-то там и затянет, это их просто насквозь, то есть фен выключили, и, соответственно, используйте дальше. Плюс там стоят большое количество датчиков. Хер. Ну давай, давай. Да, вот так покрути. Чем необычно, І давай я закрою. чем творчество, А ну давай. ты подходишь к этому. Вот так. Не ставь. Давай обратно. Открывай, закрывай. Помедленней. Закрывай. Да не ставь. Ну дай сейчас, же. подожди, давай. 3, 15, Ну, 9, давай. 20. Так. Закрывай. Так. Закрывай. Руку убирай. Все. 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 І ще один я хочу, тут просто 16. Давай. Давай, закрывай. Да не ставь. Ну, ты же там закрыл. Закривай. Нет. Закрывай. Не крути его. Леонік показати. Не надо ничего показывать. Давай только покажем эту сетку. Лопасти. Закрывай. Давай я ще наступлю на нього і пиздец буде. Ну да. Да. Стоп. Давай. Поэтому часто им называют. Закрывай. Так. Все.
Вот, пожалуйста, за 155 гривенчик можно купить фенчик, а вот за 139. Что я тут Валеры не вижу? Валера, это очень... А ну давай. Ты помнишь, Дима, что ты послал от меня Юдакову? Нет. О, какой нормально. Вот это уже оно, да. Такой хорошенький, женский. Миш, ты крупно снимаешь? Ну, я крупный снял. Ебаш крупный. Так не так быстро. О, да. О, да. А можете убрать? Ну, боже мой. О, да, отак, давай. Оце вже те, що треба. Да. Дядька сзади хороший идет. Сейчас. И качество материала лучше, чем сейчас. Вот, соответственно, вам и разница. А еще же важен вес, длина шнура, Вес- да? Длина шнура приблизительно у всех одинаковая, а вес зависит от мотора. Профессиональный тяжелее. А, профессионально обычно, тяжелее, да? Потому что там идут профессиональные. Это самое. Может не снимают, но я же выбираю что-то. Плойка. Что не снимают, но просто отправляют. Так, ребят, шутки шутками. Вы нам про бритвы не расскажете в кадре? Я не знаю, мене немає по секрету. Ай-яй-яй. Представитель Bosch. Так. Мелкий быт. Что на это внимание никто не обращает? Я ж там, наверное, в кадре. Не? Что, он еще подключен? Черт. Вот сразу по цене видно. 2 штуки Philips. У меня есть бритва. У меня же есть бритва. Это кто мне подарил бритву? Ты же подарила на день рождения? Ты с Клоковой? Ты с Клоковой, по-моему, подарила мне на день рождения. На день рождения. Девять тысяч гривен. Сухе та вологе. Вот есть какой-то. А, Маджио, Браун. А, это триммер. А, Сатурн, Маджио, Браун, все нормально, Маш. А вот, пожалуйста, извиняюсь. Новый Харьков. Ёпонс. Кто по бритвам? Шухер, винты. Короче, Маш, бритва Новый Харьков. Бежим отсюда.